Эй, йо, друзья, меня зовут Андрей, вы на канале Гусаров. Сегодня мы продолжаем и, возможно, заканчиваем Once Upon a Puppet. У нас последний акт. Скоро будет... Так, бежим. Мы бежим ко второй сцене. Я думаю, она скоро уже будет. Как я умер? Обо что? Об иглы умер. Ну вот как я упал? Я же спокойно бежал. Почему прошлое мимо задели, а вот этот именно вот... Ладно. Опа. Увернулись каким-то образом. Отлично. Так, это побыстрее началось. Ага, я понял. Бежим, быстрее. Вот именно вот... Вот именно на последнем тебе надо было проиграть. Отлично. Прыгаем. Лучше прыгнуть, чем умереть. Так, это тюрьма или что это? Охренеть нам бежать. А, ну это вообще умно, да. Как иначе-то? А, уже здесь? Успел. Так, торопиться не будем. Зараз, хорошо, быстрее. Так, добрались. Так, а люди что, вообще похрену, что ли? То, что здесь происходит? Чел вон в клетке вообще. Освободить я его не могу. Все эти куклы и сценаруки в клетках. Здесь держали и меня, закованного в железной цепи, вскоре после этих бедолаг. Так, значит, они и были приговорены к изгнанию? Почему же принц ничего не сделал? Так, а что он сделает? Он же не главный. Он может только смотреть на это все. Так, я мог подняться наверх. Наверху у нас только витраж, который уже бесполезен. Так, новая сцена будет в тюрьме, правильно? Или не, пока нет. Пока бежим. Я узнаю этот звук. Так, это новая сцена. Смотри, король! А это сломанная сцена. Да, и судья на председательском месте. Это зал королевского суда. Я была здесь будто целую вечность назад. Так, ты у нас кто? Ты стражник. Тебя на любое место, наверное, да? Так, это что? Это мы вытаскиваем сцену. Так лучше. А здесь? Здесь не тащится. Вот что-то есть здесь. Так, сюда нужно второго стражника. Это место кажется пустым. Посветим. Так, я не могу перепрыгнуть.
Конечно. Он здесь. Где я? А, вот и я. Загадки все-таки. Так, отлично. Второго стражника взяли, поднимаемся. Так, нет, еще не все. Так, подожди, а кого судить мы будем? Принца? Помощник судьи обычно стоит рядом. Это помощник судьи? Вот это помощник. Бедная маленькая куколка. Это метка, должно быть она для... Для кого? Для судьи? Я не успел прочитать. Так, ну поднимать смысла больше нет, правильно? А нет, есть. Королевского трона нет. Так, наверху вон судья. Заметил. Так, рычаг. Трон. Я вижу трон наверху. А, его надо сбить. Я правильно понимаю, что судить сейчас будут принца? Так, трон на своем месте, правильно? Теперь все. Или нет? Но трон у меня не двигается. Все на своих местах. А, тут открылся еще проход. И нам отсюда нужно что? Ничего. Я, кажется, понял. Надо поднять трон. И что-то здесь будет как будто. Что-то вылезет. Ага. Мы все сделали. Сцена готова. Ясно, что-то как будто не так. Я напуган, но не могу объяснить почему. Я здесь, Древ. Что бы ни случилось, я здесь. Потому что нас судят. Принц Влади собирает волю в кулак, когда молот судьи эхом разносится в залах замка. Чтобы спасти воспоминания о королеве Гелии, хотя бы одно это неповиновение должно быть стать доблестью. Он с трудом сдерживает ярость из-за действия короля. Он требует, чтобы король положил конец этому безумию, прежде чем он отбросит нечто, что невозможно вернуть. Но королем овладела паранойя.
Он знает, что принц тайно встречается с приближенными короля, придворным советником, драматургом и художником. Это заговор. Принц начинает выходить из себя. С таких пор круг любящих друзей стал кучкой заговорщиков. А вон и король тень. Принцу больше ничего не остается. Преклонив колени, он умоляет Калибана быть мудрым королем и добрым отцом. Ну вот пацан на заднем фоне охреневает. Принцу вручает свечу, и с ней в нем загорается искра надежды. Но надежда преждевременно. Фаррелл завел свечу, она горела у постели матери. А сейчас он скинет вместе с нею нас. Мы как раз на люке стоим. Приговор короля Калибана окончателен. За что, пацана-то? Изгнание. А свеча это, которая у нас. На башке. Король, он изгнал собственного сына. Предпочел забыть всех, кого любил. Древ, что с тобой? Ты снова дрожишь? Прости, я странно себя ощущаю, как будто я упал с большой высоты. Я знаю, что это все слишком большое испытание, но мы почти подобрались до конца. Еще чуть-чуть. Я обещаю, все закончится. И ты наконец сможешь поесть печенье. Как тебе? Я бы очень хотел этого. Ладно, думаю, я готов. Мы должны закончить, иначе жизнь наших друзей в Гамлете зависит от нас. Итак, принц был изгнан в подстенде. Мы должны его найти. Что-то не так. Но это такая же зацепка, как и любая другая. Может быть, впереди портал? В смысле, портал конец? Не конец. По 3 же воспоминания. Давай, снова ты. Наконец-то бесславные деятели Старого Короля были вытащены на свет. И в последний раз вы уйдете тихо и незаметно. Тебя не должно быть здесь. Это невозможно. Мы в потерянном акте. Ты не можешь быть здесь. Как и ты, ткачиха. Но тем не менее мы здесь. И ты, маленькая куколка, отдал игре всю свою кукольную душу. Если бы ты только знал, насколько всякое представление по сути ложь. Это воспоминание, правда. Все в точности, как это так и было. Это ты пытаешься разрушить его. Зачем? Что тебе это даст? Эти воспоминания бесполезны. Настоящая единственная правда. Прошлое уже столько отвлекает. Его нужно ликвидировать. Ты ведь знаешь это? Разве ты не носился по подстению счастливым и беспечным? И никакое прошлое не давило на тебя. Разве ты не хотел бы вернуться к такой жизни? Нет, я и мои воспоминания. Это мои воспоминания. Я никогда не решил бы забыть кого-то или что-то. Неважно, хорошее или плохое. Я счастлив, что у меня есть прошлое. Неправильно. У счастливых кукол нет прошлого. Взять, например, твою подругу Ткачиху. Она не сказала тебе, что когда вы встретились, нить катушки уже была спутана, когда ты ее еще не коснулся. Она врала тебе и обвиняла тебя, хотя это ее постоянные провалы привели к этому. Что она оказалась изгнана. А ваши судьбы связаны. Единственная пряжа, которую она смогла спрятать, это спрятать, это ловкая манипуляция. Как? Откуда ты знаешь, что я? Ясно, что он такое говорит? Древ хотел тебе сказать, но мне было слишком стыдно. Видишь? Все это уже в прошлом, и больше не важно. Забудь Ткачиху, забудь все. Позволь мне даровать тебе то, что ты так долго искал. Твою свободу. Что-то не особо у тебя получилось. Ни хрена ты придумал. А что теперь делать? Ох, как болит голова, что случилось? Ясно, где ты? Ясно, куда же это делать?
Король Тень разрезал наши узы, как будто их и не было. А ясно, почему она мне соврала. Я в подстенье, но потерянный акт не окончен. Я должен выяснить, что случилось с принцем. И я сделаю это сам, если придется. Вообще, что происходит? У меня не осталось предметов. Свет. Без ясной нити у меня нет никаких сил. Удерживайте, чтобы уменьшить пламя свечи. Чтобы они меня не заметили. Так, спокойно, Свет, не надо мне мешать. Так, он патрулирует. Как он двигается? Ага, по треугольнику. Так, по краям сидят. Так, плохо, плохо, плохо. Поторопился. Так, это ради витража, но... А, все правильно. Идем вперед. А, не, охренеть. Давай, иди, иди. Хорошо. А, заметь. То есть, как будто вообще опускать не надо. Просто надо идти медленно. Так, он просто стоит. А второй идет сюда. Ладно, побежали. А я не такой быстрый. Он догоняет меня. Так, а почему он меня вообще заметил? А, я понял. Если я буду стоять вот здесь вот. Заметил меня. Двойного прыжка у меня нет. Но я должен его пропустить. Он меня замечает, это... А чё вас тут так раскручивает-то? Бежим, бежим, бежим. Хорошо, хотя бы так. Так, но он не двигается. Возможно, тут придется бежать. Так. Одного прыжка нет. Прыгать он умеет. Так, иди сюда.
запрыгни здесь. Ну чё ты такой-то? Так, на витраж уже все равно. Так, я понял. Просто бежим. Мне никакой стелс не нужен. Тянуть. Я могу тянуть? В какую сторону тянуть? Наверное, на себя надо. Ясно, она не... А вот кто-то она. Как мы добрались до нее вообще? Откуда у нас цветок? Древ, что случилось? Нас разделило. Ты оказалась под этим завалом, я думала, что потеряла тебя. Но исцеляющий цветок, который мы нашли в горе, был по-прежнему у меня, и он тебя спас. Цветок? А да, припоминаю, король тень, наши нити, о, он их разрезал. Я знаю, он скинул нас под стене, вот и все. Без наших нитей мы можем пойти, кажется, своим путем, если ты все еще хочешь этого. Древ, я прости, что врала тебе. Врала самой себе, а потом стало все сложнее и сложнее признаться. Но я никуда не пойду. Мне не нравится, что ты сделала, ясно. Я знаю. Это моя вина, что ты оказался втянут во все это. Мой провал, как ткачихи, привязавший тебя ко мне. Если бы не моя ошибка, это бремя не могло бы пасть на твои плечи. Но если бы я мог повернуться в тот момент, я бы ничего бы не изменил. Я рад, что ты совершил эту ошибку, тупорукая. Серьезно? Ну я почти соскучилась по твоим шуткам. Идем, нам нужно выяснить, что случилось с принцем. Без наших нитей нам придется быть вдвое осторожнее. Так, а мы... Она сама двигается, правильно? Так, очень маленькая сцена, давай покончим с этим. Так, продолжаем. Так, нам нужно эту сцену починить. Очень маленькая сцена. Вот здесь какой-то рычаг. Все? Ну что, еще одно представление, Древ? Знаешь, я была бы рада получить лучшие места в зале. А я бы не справился без самой лучшей публики. Так, просто починили сцену, давайте. Принц Влади спотыкается и идет под стенью. Мимо выброшенных артефактов и брошенных сувениров. Его разум пуст, а сердце разрывается на части. Принц оказывается один во тьме, изгнанный жестоким королем Калибаном. И у него есть лишь одно напоминание о почившей матери. Хороший принц и хороший сын. Он пытается сдержать свой гнев и свою горечь. Но страдания способны влиять самым странным образом даже на хорошую куклу. Эмоции хлынули из самой глубины разбитого сердца принца. Часть его хочет сделать отцу больно, другая часть простить. Король сбрасывает последнее, что напоминает ему о принце. И надежды больше нет. Предупреждения, которые он недавно слышал, эхом отказываются в его голове. Когда любовь становится ненавистью, надежда страхом, а смелость яростью, тогда благословение обернется проклятием. Король тени появился. Когда другая душа, как у принца, ярко пылает, то и тени от нее самые темные. Его мир раскалывается надвое, и сам он тоже. Так появляются два новых актера.
asunder А, вот так появился from король this тень, да? schism. И Древ так появился. New actors take То есть the Древ это принц stage. наполовину. Хорошая часть принца это Древ. Грустно стало. Откуда у тебя нити? Их же разорвали. Яс радуется. Привязали его, он радуется. Ясно, и как ты это сделал? Наши нити, мы опять соединены. Колдовская катушка, соединявшая нас, когда мы встретились, была последней нужной мне, чтобы закончить костюм. Все это время мы носили ее с собой. Но это не важно. Древ, не могу даже представить, что ты ощущаешь. Я актер, я всегда должен знать свою следующую реплику. Но не знаю, я не могу поверить. Принц, король тень. Они часть меня. Тень, за которой мы гоняемся, отбрасываю я. Но в это же время ты самый добрый, смелый и верный из всех кукол, что я встречал. Это Древ, которую я знаю, которого знают все. Прозвучит очень странно, но я чувствую себя собой. Я не знаю, что бы я сделал без тебя. Но ясно, он должен узнать, мы должны найти короля тень. И сказать ему правду. Сомневаюсь, что он примет правду, но мы все равно заставим ее посмотреть ей в глаза. Смотри, портал в настоящий открыт. Вот только я боюсь увидеть, что за мир мы найдем на той стороне. Я тоже боюсь, но мы пройдем портал вместе. Так, ну вот. На этом мы закончим уже портал и зайдем в следующей серии. И закончим мы, наверное, уже в следующей серии. Если вам понравилось данное видео, то ссылка на плейлист прохождения будет в описании, а вы пока подписывайтесь. Что ж такое-то? А вы пока подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. А с вами был Андрей. Мы увидимся с вами в следующем видео, ребятушки. Всем пока.